Ух ты, неужели это город Тианду? Он оказался чуть более величественным, чем наш город 10 тысяч законов. Он действительно немного больше. Самое главное, что город Тэньчжун имеет немного больше исторический вес, чем город Ванфа, и он заслуживает того, чтобы быть центром Сюаньхуана. Покорно, эта городская стена слишком толстая. По сравнению с городской стеной нашей секты, она обладает невероятной динамикой. Брат, послушайте, мы часто отправляем припасы в нашу секту. Сестра Лю Гэ, я не ожидала, что в биографии Нин Юнь можно найти упоминание о том, что Тиньбао Гэ, Лю, и встречался с несколькими 10 тысячами родственников из секты Дхармы. В павильоне Ситиньбао дьякон Ван встретился с несколькими родственниками Ваньфадзуна. Конечно же, я вас помню. Вы часто присылаете мне разные вещи, и вы хотите обменять персики на вещи из моего дома. О, я не ожидала, что Нин Юнь Ся Цинчуань вспомнит меня из-за этого. Оказалось, что это был лорд Люге. Какое-то время я его не узнавал, так что надеюсь, что это не будет для меня сюрпризом. В любом случае, сейчас на вас нацелены многие силы, так что не ходите в гостевой дом. Следуйте за мной обратно в павильон Юниман, где вы будете жить. Основные силы в Чанчжоу прислали людей поглазеть на вас, так что здесь неудобно говорить больше. Пойдемте в мой павильон Юниман и поговорим с вами поподробнее. Ну что же, если это так, то мастер Люлю покажет вам дорогу. Приложив немного усилий, все остальные, пожалуйста, следуйте за мной. Несколько человек, пожалуйста, воспользуйтесь чаем. Господин Люге очень вежлив, маленькая рабыня. Это для тебя, чтобы ты поела. Сяо Цинчуан – это лучший духовный плод моего павильона Тэньбао. По сравнению с Вань Фадзуном он действительно хуже. Я надеюсь, что вы не вините сестру Люге. Я не виню вас. Этот фрукт очень вкусный, ароматный и сладкий, и от него можно набраться сил. Это для вас. Что же, спасибо вам за то, что вы передали его Сяо Цинь. Лорд Люхэ, теперь об этом можно говорить. Вы только что сказали, что за пределами города на нас нацелены основные силы в Чунчжоу. Что именно это означает? Шум, который вы подняли в городе Фэнтянь, был слишком громким, особенно Фэнмин Господа Бога Императора, который встревожил всех иностранцев в Чжунчжоу, которые не попали в аварию. В то время мы действительно наделали много шума, но не волнуйтесь, теперь основные силы не могут выяснить вашу истинную личность, и все они гадают. Какой из основных сил вы являетесь Сюэцзан Тиньцзяо, так что вы только осмеливаетесь следовать за нами, никогда не решаясь сделать это легко. Вот и все. Несколько учеников. На этот раз вы едете в Чунчжоу ради развлечения, или вы недовольны участием в битве на ринге Тиньцзяо в этом году? Лорд Люге, мы здесь именно для того, чтобы принять участие в битве на ринге Тэньцзяо. Мы хотим встретиться с лучшими Тиньцзяо в Чунчжоу. Я хотел бы узнать, может ли мастер Люге подробно рассказать нам о битве на ринге Тэньцзяо. Конечно, это возможно. На самом деле, проведение битвы на ринге Тиньцзяо в основном используется несколькими нашими силами на уровне префектур для отбора гениев. Каждое сражение на ринге Тиньцзяо организуется по очереди силами 9 наших префектур. Организатор может отдать приоритет выбору гения, а остальные Тиньцзяо будут отобраны и распределены между различными уровнями власти. Если мы хорошо выступим до конца, можем ли мы присоединиться к вашим силам? Конечно, это возможно, но такое явление случается редко. У нас есть силы на уровне 9 префектур Тиньцзяо, которые также участвуют в битве на ринге, чтобы оттачивать мастерство своих учеников. В дополнение к местным силам Тиньцзяо, в Чунчжоу, даже некоторые семьи из других 4 регионов привезут своих собственных Тиньцзяо для участия. Если мы, императоры, сможем увидеть это, то это ворота дракона Ююя, и вся их семья получит от этого выгоду. Действительно, если вы сможете наладить отношения с силами на уровне префектуры, даже с некоторыми великими мудрецами и даже с силами на уровне квазиимператора, это зависит от вашего лица, и вы не посмеете легко напасть на их семьи. Именно по этой причине каждый бой на ринге Тиньцзяо проходит так оживленно. В конце концов, кто не хочет получить больше ресурсов, чтобы присоединиться к более сильным силам? Лорд Люге, какие выдающиеся деятели примут участие в этой сессии? Здесь действительно есть несколько человек. Вам нужно быть повнимательнее. Первая из них — Сюань Юань Цин, ученица императора Сюань Юаня. В этом году ему исполняется 25 лет, и он вступил в священное царство на периферии. Его пиковой ауры достаточно, чтобы подавлять своих сверстников. И он оказывает подавляющее воздействие на врага. Вторая — это священное зеленое поле святой земли Тайцин. Его база культивирования также является вершиной вхождения в святое царство. И он беременен телом дао обетования, он культивирует дао обетования Тайцин. Обращая внимание на единство всего сущего и возвращаясь к обещанию также высокомерно, холодно и молчаливо, ему не хватает человеческого прикосновения. Третья — Муронг Шуан, императрица клана Муронг. Она единственная женщина, император среди 3 императоров. В этом году ей исполняется 25 лет. Она достигла вершины священного царства, беременна телом таинственного бога Инь и культивирует силу Истаира. Он предан духовной практике, его характер холоден, как иней, и он выглядит одиноким и безжалостным. Четвертым является Мэнья, святой святой земли Ягуан, которому 28 лет. Он беременен Евхаристией Тиньянь, входит в святое царство и достигает вершины самосовершенствования. Каждое произнесенное им слово содержало в себе дао-дао, и Тиньянь можно было превратить в средство нападения. Пятый — это меч Гуюаня Цзиньже, свободный от пыли, в возрасте 24 лет, с телом меча и 5 стихий. Он достиг вершины вхождения в священное царство. Шестой — Шу Ци, главный ученик Академии Цинлань, в возрасте 27 лет, с литературным талантом. Разум и сила Даоса он достиг вершины вхождения в священное царство. Он занимается литературой и юриспруденцией. Этот человек также мягкий, представительный и говорит так, словно у него течет вода. Неужели здесь только эти 6
6 человек. Я помню, вы говорили, что на уровне префектуры действуют 9 силовых структур. Конечно, эти 6 не единственные, но они самые могущественные. Например, по сравнению с Хуан Фушеном из клана императора Хуанфу, эти 6 человек немного уступают ему. Есть также Цзи Синьюэ из павильона Тинзи, который лучше всех умеет вычислять хозяина павильона Тинзи. Так кто же самый сильный из этих 6? В этом я тоже не уверена. Однако по сравнению с ними я более оптимистична в том, что Нин Цинь передаст вам легендарную высшую кость в вашем теле, а талант самого мастера Земли — обучать вас. Это слишком далеко от неба. Лорд Люге, как вы узнали, что мой старший брат беременен высшей костью? Нин Чен использовал высшую кость, чтобы опустить верхнее окно, чтобы лишить света и убить святого в тот день. И теперь великая сила во всем Чунч, Жу Шоу хорошо известна. Если вы этого не скажете, я действительно забуду. Хочу ли я пригласить вас завтра куда-нибудь погулять по городу Тианду? В этом нет необходимости. Мы планируем остаться здесь и скорректировать наш статус. Брат, когда придет время, я тоже буду драться на сцене. Вам не разрешается участвовать в поединке, так что вы можете наблюдать за боем под рингом. Нет, я уже настолько хороша, что они не смогут меня победить. Так что я не боюсь, если мне причинят боль. У меня есть техника, восстанавливающая силы небес, и скоро я буду в порядке. Какой бы техникой вы ни владели, у вас ничего не получится. Просто оставайтесь в зале ради меня. Ну что же, если вы не пойдете, значит так тому и быть. Несколько родственников. Позвольте мне попросить кого-нибудь отвезти вас куда-нибудь отдохнуть. Если вам что-нибудь понадобится, просто скажите мне, а потом побеспокойте мастера Люге. Я встречался со своим отцом по очереди, и я встречался со всеми старейшинами, так что вам не нужно быть вежливым по очереди. Позвольте вам принять нескольких родственников и учеников секты 10 тысяч императоров Дхармы. Как идут дела? Они действительно здесь для того, чтобы принять участие в битве на ринге Тиньцзяо. Они действительно здесь для того, чтобы принять участие в битве на ринге. Конечно же, я также проинформировала их о новостях о битве на ринге в Тиньцзяо, а также передала информацию Сюаньюань Цинмени и Мужен Шуану, чтобы они все были готовы. Очень хорошо. Я хотел бы посмотреть, будут ли эти императоры и святые места соблазнены ими. Господь, прежде чем они выяснят личность и происхождение этих людей, действительно ли они осмелятся грабить людей? Я не могу этого сказать, но я верю, что эти старики определенно проявят нетерпение. В конце концов, никто не может быть готов отпустить зло такого уровня. Если бы я не знал причины, я бы нашел способ удержать их и позволил им присоединиться к нам. Павильон Тиньбао. Давайте подождем и посмотрим шоу. Мастер великолепен. Давайте подождем и посмотрим шоу, когда придет время. В течение этих 2 дней вы вернетесь в павильон Юнимен и будете сопровождать учеников, а затем поведете их на бой на ринге. Доченька, все вернется на круги своя. Мастер Люге, почему вы здесь? Позвольте мне узнать, привыкли ли вы к такой жизни? Видя, что вы, ребята, такие энергичные, я не могу дождаться, верно? Но вы, ребята, все лучшие в Тиньцзяо. В то время императорские кланы народ Святой Земли могли бы сражаться за вас. Йоу, это их дело сражаться за них, а присоединяться к ним или нет – наше личное дело, так что мы не придаем этому особого значения. О, неужели это произойдет так скоро? Сюзерен, в чем дело? Что случилось? Разве для секты не пришло время открыть гору и принимать учеников? Вот и все. Тогда я пойду прямо сейчас. Завтра рекомендательное письмо этого парня будет быстро доставлено, и я буду следить за всем, что вы делаете в Чужунью. Отец, вот мы и приехали. Если кто-то из моей семьи, Цзян, сможет поклоняться императору, моя семья Цзян прочно войдет в число лучших семей города Фэнтянь. Святой Отец — это место такое модное, а здание секты такое величественное. Это та самая секта, где находится брат завтрашнего дня. Если вы сможете остаться здесь и попрактиковаться, это будет величайшая возможность в вашей жизни. Я оправдаю надежды старого мастера. Цзян Цзэцзян Тянью встретился с императором Ваньфа, а Цзян Цзэцзян Тянью встретился с Цзян Чанфеном. Старший, встаньте. Я не знаю, почему вы здесь. Старший – это рекомендательное письмо от Нин Тяньшася. Следуя словам молодого мастера Нин Тяня, мы пригласили детей нашей семьи принять участие в оценке Цзунмэнь. Это действительно символический знак дыхания, переданный Нин Цинь. Подождите здесь немного, а я вернусь к Юлоу-сэмпай. После встречи с великим старейшиной из-за горных ворот пришло сразу так много людей, которые сказали, что пришли принять участие в оценке секты с рекомендательным письмом от Нин Цинь. Это действительно почерк Нин Цинь Чуана, но привлечь в секту сразу так много людей – это слишком большая проблема.
Позвольте мне сначала спросить патриарха старейшине Ван Лину не обязательно уходить. Оказалось, что мисс Руоси была здесь. Только что мисс Руоси сказала, что мне не нужно уходить. Патриарх уже знает об этом. Да, патриарх уже осведомлен об этом деле. Вы действительно лично рекомендовали людям, находящимся за пределами секты, принять участие в оценке секты. Патриарх попросил старейшин немертвых оценить их в соответствии с предыдущими правилами. Все присутствующие, я слышал, что вас всех рекомендовал Нин Цинчуань. Надеюсь, вы не потеряли его из виду. Проявите свое настоящее мастерство. Эта вступительная оценка делится на 2 уровня, без каких-либо сокращений, полагаясь на собственный ум, настойчивость и талант. Первый уровень равен 0,7, а 99 уровней заслуг отличаются друг от друга. И тесты очень разные. Первые 66 этажей содержат тысячи магических миров, порождающих различные навязчивые идеи, демонов и жадность, перерастающую в страх. Спросите прямо свое сердце. Или боль расставания с любимым человеком, или искушение большой дороги, или отчаянный шаг между жизнью и смертью, порывистый характер. Слабое нравственное сердце и те, кто обманут ложью, немедленно поглощаются иллюзией и уничтожаются. До тех пор, пока вы можете достичь вершины призрачного духовного тела, независимо от того, насколько вы талантливы, вы можете вступить в секту в качестве ученика разнорабочего. И участвовать в ней могут только те, кто прошел через призрачный дух. На втором уровне вступите в секту и пройдите по главной аллее для испытания талантов. Квалификация Дин Чжишена посредственна, и он может вступить в секту только в качестве ученика разнорабочего на 4-6 лет, и он может стать учеником секты 10 тысяч дхарм. От 7 до 9 колец, выдающийся талант, отличные корни и косточки — все это прямо указано в правилах внутреннего распорядка. Об этом было объявлено, и он официально начинает восхождение на трон. Завтра, брат, я обязательно вступлю в секту. Да, 10-я часть людей, которые могут достичь вершины, намного лучше, чем те, кто был до этого. Мой отец стал одним из 32 человек, достигших вершины, и на нем также был отпечаток его руки. Это здорово. Те из вас, кто выбыл из борьбы в будущем, не будут испытывать боли в сердце. Одна неудача не означает неудачу в будущем. До тех пор, пока вы усердно работаете в будущем, у вас будут новые возможности. Тест на талант отца также показал свои результаты. Никто не может стать внутренним учеником, только Цзян Шоуи и Цзян Тао являются 6 отцами. Учитывая, что так много людей из нашей семьи Цзян вступает в секту императора, должны ли мы переселить всю семью? Город Ванфа, что вы говорите о переселении семьи? Отец, это похоже на сказочную страну. Почему бы нам просто не переехать сюда? То, что вы сказали, разумно, вернитесь и обсудите это еще раз. Ха-ха, битва на ринге Тиньцзяо наконец-то начнется. Я ждал 3 года, чтобы просто посмотреть на это грандиозное событие. Я слышал, что в этом соревновании участвует много Тиньцзяо. Многие из них являются лучшими монстрами, вступившими в священное царство, а также основными родственниками основных сект. Что за сборище гениев, крадущийся тигр, затаившийся тигр? Я не знаю, кто на этот раз может возглавить список, будь то ученики большой семьи, святые или волшебники в ретрите, или темные лошадки, которые появились на свет. Из скрытого мира. Удар головой, который хочет выполнить Сансу, слишком сложен. Не говоря уже о магическом оружии ресурсов, просто упражнения, которые они практикуют, навыки боевых искусств сильно отличаются. Вы тоже правы. Если вы хотите, чтобы учения проводились на высшем уровне, вы должны войти в систему этих крупных сил и выполнять задачи. В этой битве на ринге Тиньцзяо 5 родственников Ваньфадзуна должны передать свою славу эпицентру и занять 1 место в 5 рейтинга. Награда за выполнение задания – это хорошая награда. Почему задание внезапно было отменено? Система действительно хороша для вас. Увы, завтра все 5 из них начнут выступать на сцене уже сегодня. Вы только сейчас приступаете к выполнению задания и не даете ведущему времени на подготовку. Лучше вознаградить вас напрямую. С помощью этой хорошей системы я хочу стать бессмертным прямо сейчас. Эй, почему система молчит? Вы действительно не можете этого сделать. Вы должны немедленно уведомить Нин Тяня и остальных.
Вы должны выиграть все 5 лучших для меня. Старший брат, что происходит? Почему ваш нефрит сияет? Это нефритовое украшение мастера, подаренное нам самим мастером, и я не знаю, почему оно вдруг засветилось. Ученики видели мастера, Цай Фанфан Хуань. Хуань видел мастера. Вы все встаете, мастер, на этот раз вы здесь, чтобы стать 10 секта 1000 дхарм. Что случилось? С Ван Фазонгом все в порядке, не волнуйтесь. Вчера рекомендованная вами семья Цзэн приехала для участия в оценке секты, и 32 человека успешно вступили в секту. Это здорово, спасибо вам, учитель. Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам кое-что, и это сегодняшняя битва на ринге Тиньцзяо. Вы впятером должны занять все 5 первых мест. А мастер и сестра тоже будут участвовать? Позвольте ей выйти на сцену и отточить свои навыки. С Лученом там не будет никакой опасности. Это замечательно. Мастер, вы мне так нравитесь. И я приготовлю для вас барбекю, когда вернусь. Лучше быть добрым к хозяину. Конечно, я хорошо отношусь к хозяину. В будущем я буду выплачивать хозяину пенсию и сжигать бумагу на его похоронах. Мастер Тон Янь Буджи, ну что же, вы все подготовитесь к этому, и вы пойдете первым в качестве учителя. Ученик Гонг просит прислать мастера. Ученик Гонг просит прислать мастера. Это здорово. Я тоже собираюсь выйти на сцену. Давайте сначала найдем родственников лорда Лю Гэ. Вы долго заставляли лорда Лю Гэ ждать. Я тоже только что пришла. Дядя Ван, сначала сходите на кольцевую станцию и поговорите с несколькими родственниками. У меня есть несколько родственников, но я не знаю, как вас зовут. Меня зовут Цай Фаньфань, моего брата Хуань, мою вторую по старшинству сестру Му Цинчен, моего старшего брата Нин Тянь, а мою старшую сестру Нин Юэ. Продолжайте. Ван Бо думал, что мы готовы ко всему, и мы просто отправимся туда прямо сейчас. Так что там будет павильон лорда Лаолю. Несколько родственников. Давайте присядем здесь. Это хорошее место. Вы можете увидеть все кольцо как на ладони. По словам нескольких родственников, в битве на ринге уже зарегистрировано ваше имя. Это зависит от результата жеребьевки позже. Ван Бо, спасибо вам за вашу тяжелую работу. Цай Цинчуань очень вежлив. Вот что я должен сделать. Мастер Лю Гэ, вы уже записались. Хуа Чон рассмеялась. Что касается моей незначительной базы совершенствования, то выходить на сцену тоже некрасиво, так что лучше спокойно наблюдать за происходящим под сценой. Смотрите, это люди из императорского клана, которые выходят на улицу. Королевская семья по-настоящему властная, с индивидуальной атмосферой ужаса, сильная и мужественная. Было бы здорово, если бы я тоже мог вступить в императорский клан. Было бы здорово, если бы я понравился этим молодым господам или сыновьям императорского клана, и они не захотели бы служить им всю оставшуюся жизнь. Мастер Лю Гэ, это ваш отец на высоком помосте? Когда я был в Воньфадзуне, я встретил Нин Цинчуаня. Тот, кто изображен выше, действительно мой отец. 9 нефритовых табличек, изображенных выше, представляют силы 9 префектур. Ваши силы на уровне префектуры действительно могущественны, и все они находятся высоко над вами. Цай Цинсюань улыбнулась. По сравнению с вашим императором, мы все просто суетимся. До концу давно не виделись. Я слышал, что в последнее время в вашем колледже произошло очень мало несчастных случаев. Мастер Гуань прав. За последние 2 года ситуация на континенте Сюаньхуан становилась все более нестабильной. Наша Академия Цинлань никогда не стремилась найти попутный ветер. Как насчет того, чтобы я захотел посетить колледж, когда у меня будет время? Ха-ха-ха. Архитектура загородных садов — это вежливое обращение со мной. Ворота Академии Цинлань открыты для посетителей в любое время. Ха-ха-ха. Брат Лю и Юи — это те, кто сидит вместе, а не из секты 10 тысяч императоров Дхармы. Ты молодец, Любай. Это действительно им. Прятаться так глубоко. Если у меня к тому времени не будет длинных глаз, я выберу их, чтобы войти в мой павильон мечей Гуюань. Разве это не ограбление патриарха секты 10 тысяч Дхарм? Любай, ты старый солдат Инь, брат Гуянь. Я не это имел в виду. Я просто забыл сообщить тебе. Теперь я заглаживаю свою вину перед тобой. Смотри, это дом Сюань-Юаня. Я слышал, что они являются организаторами этого боя на ринге Тэньцзяо. Все верно, именно его они и провели. В дополнение к самому Тэньцзяо 9 великих императоров, лучшие исполнители имеют хорошие шансы быть выбранными императорами Сюань-Юань и присоединиться к клану Сюань-Юань. Давайте начнем. Тишина.
Битва на ринге в Тиньцзяо делится на соревнования, промежуточные соревнования и финал. Всем Тиньцзяо из 9 великих держав не нужно участвовать в соревновании, а непосредственно участвовать в соревновании. Все оставшиеся Тиньцзяо будут сгруппированы по жребию с самого начала соревнования. Матчи 2 на 2. Проигравший будет выбыт, а победитель выйдет в финал. Второй тур конкурса. На среднем этапе все участники Тиньцзяо будут тянуть жребий на сцене и помериться силами в парах, разделенных на 1 раунд, 2 раунда и 3 раунда, пока оставшиеся 30 групп или около того не выйдут в финал. Оставшиеся в финале более 30 групп будут продолжать тянуть жребий до тех пор, пока не будет определен чемпион. Милорд-судья, во время игры нет никаких ограничений, за исключением использования запрещенных приемов. И никакой бессмысленной смерти, если соперник признает поражение, не нанесет еще один удар. Можно использовать и другие методы. В общей сложности 836 Тиньцзяо участвовали в битве за кольцо Тиньцзяо, из которых 270 Тиньцзяо составляли 9 основных сил. А остальные Тиньцзяо насчитывали 566 человек. Лорд Лю Гэ. Каждый из ваших 9 основных сил организовало участие по 30 человек. Все верно. Вы лично передадите это. Все это предусмотрено нашими 9 подразделениями, и только 30 человек могут быть отправлены. Это позволяет нашим ученикам быть более мотивированными и кровопролитными в борьбе за места. Чем меньше мест, тем больше получает Вьетнам. Если вы сможете блистать на ринге, вы также получите больше тренировок от семьи. Таков истинный статус-кво континента Сюаньхуан. Ради борьбы за ресурсы, если вы будете неосторожны, то потеряете свою жизнь. Я объявляю официальное начало боя на ринге Тиньцзяо. От 500 до 6 Тиньцзяо приглашаются на сцену для жеребьевки. Мастер Сюань Юань, в этом году хороший саженец, вы должны быть вежливы со всеми нами. В этом году так много хороших саженцев. Так что не беспокойтесь о том, что не соберете хороших саженцев. Какими бы хорошими ни были саженцы, они не сравнятся с будущими достижениями вашей Сюань Юаньцин, и у вас есть большие шансы достичь земли. Патриарх Муронг рассмеялся, круг все еще мал, и впереди еще долгий путь. Муронг Сюань и Муронг Шуан в вашей семье — это будущее. Этого можно ожидать. В мире есть женщины с таким темпераментом. Сюань Юань Цин, что с вами случилось? Удивленный, с улыбкой в уголках рта, он подумал о весне. Мэнья, закрой свой вонючий рот. Здесь собрались 5 человек из Фэнтянщины, давайте посмотрим сами. Лю Yi развлекает их. Рядом с этим учеником не хватает служанки. Мне нужна женщина внизу. Я слышал, что брат Сюань Юань не любит, когда рядом с ним находится женщина. Как насчет того, чтобы отдать эту девушку этому ученику? Если вы посмеете подумать о нем что-то плохое, я убью вас. В этом ученике нет недостатков в женщинах, просто отдайте эту женщину вам. Императоры-неудачники в конце концов превращаются в муравьев, целующихся и любящих, и в итоге все они становятся розовыми скелетами. Битва на ринге Тиньцзяо официально началась, и теперь 566 Тиньцзяо приглашаются вытянуть жребий. Что происходит? Откуда взялся этот парень? Черт возьми, этому парню самое большее 8 или 9 лет. Он что, сумасшедший? Вот как лучший Тэнцзяо Чажун Чажоу попал на ринг. Разве организатор ничего не сказал? Как такое могло случиться? Кто эта маленькая девочка? Кем бы он ни был. Волосатая девочка, которая даже не может вдохнуть воздух, достойна того, чтобы сразиться с нами. Ребята, не стоит недооценивать эту маленькую девочку. Она одна из 5 человек, приехавших из города Фэнтянь, и ее сила ничуть не хуже, чем у Тиньцзяо. В этом году древняя редкость, именно там, где наследие не пускает таких необычных детей анунаков, все еще пребывающих в глупой игривости. Он действительно стал этим высшим командиром, и никогда простым. Регистрация на битву на ринге Тиньцзяо была тщательно проверена, и лотерея будет продолжена с лотереей без подделок. В нефритовой шкатулке 283 номерных знака, и у каждого номерного знака есть пара. Например, если вы рисуете один и тот же номер, это означает, что вы двое, противники. А теперь встаньте в стройную линию и нарисуйте свои номерные знаки. Он действительно хочет вытянуть жребий. Этот ребенок действительно не знает, как высоко находится небо. По моему мнению, родители ведут себя высокомерно и самонадеянно, и они хотят использовать церемонию Тиньцзяо, чтобы привлечь к себе внимание, что является позором для этого мероприятия. Неужели вы думаете, что в его маленьком теле скрывается старый монстр? Поэтому он осмелился выйти на сцену так бессовестно, более чем 500 Тиньцзяо. Это не небесное царство. А святое царство, любой человек может одним пальцем поднять это алое, летящее в воздухе сердце маленького ребенка. В возрасте 10 лет, когда перед тобой тысячи небес и сотни миллионов глаз, а сердце спокойно, как вода, это ни в коем случае не просто. Действительно, у этой женщины плотное телосложение. Ее кровь скрыта на фоне неба, и она ни в коем случае не обычный плоть. Подождите и увидите, как все изменится. Для того, чтобы иметь возможность выйти на ринг, поколение, которое ни в коем случае не является выдающимся,
Должны быть какие-то шокирующие методы. Поединок в первом раунде. Нин Юнь нет. 1 очко против Чжоу Ли нет. 1 очко. Я объявляю, что люди, которые вытянули знаки с 1 по 9, останутся на ринге. А остальные люди будут ждать, пока победитель не будет определен на сцене. И займут первое место. Этапируйте партиями. Старшая сестра, вы первая выступаете на сцене. Теперь вы должны оставаться на ринге. Подождите минутку. Не забывайте обращать внимание на технику безопасности. Сёй, помните, что нужно быть осторожным и не пораниться. Я все знаю. Вы, ребята, идите вниз. Я собираюсь начать. Старшая сестра. Ну же, хе-хе. Черт возьми, это гений, которого семья Бейлин не видела уже 100 лет. В возрасте 22 лет он обладает крепким телосложением и свирепой и властной техникой владения мечом. Ранее он выиграл 15 титулов Тиньцзяо подряд в секте, с выдающимся послужным списком и бунтарским темпераментом. И в этом году он был сильным соперником. Это список Тиньцзяо. Это был Тиндао Ян только что. Мне предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем я смогу выйти на ринг Тиньцзяо. В конце концов, моим противником оказался ребенок, которого только что отняли от груди. Девочка, если ты молодая и невежественна, позволь себе уйти с ринга. Не заставляй меня делать это. После выстрела я ничего не понимаю. Если ты сломаешь себе руки и ноги, это будет легкое прикосновение. Откройте крышку. Это вы. В чем заключается ваш секретный метод? Я не могу это комментировать, не позволяйте детям ссориться. Вы только что ворчали по этому поводу. Бессилы. Даже если ты станешь бабушкой, это бесполезно. Подари мне смерть. Кирин, подойдите ко мне поближе. Это безумие. Я своими глазами видел, какой это был удар, на самом деле просто удар ногой. Это только что был призрак Кирина. Это просто разрушает мое восприятие. Полностью разрушает мое восприятие. Эта девушка, мой предок Сюань Юань, хочет этого. Брат Сюань Юань, на сцене есть и другие Тиньцзяо. Почему бы тебе не выбрать что-нибудь другое и не позволить этой маленькой девочке подождать меня? Вы, ребята, думаете о всякой ерунде. Это невозможно. Абсолютно невозможно. Я бы предпочла быть слишком слабой, это совсем не весело. Нин Чен, ты нарисовал 30-й знак, и ты готов к игре. Да, я действительно нарисовал знак «нет». 30, брат, ты тоже должен поболеть за меня. Не волнуйся, брат Юнь не проиграет. Среди моих сверстников здесь никто не может победить меня. Неужели ученики, переданные землей, настолько уверены в себе? Поединок состоится 30 числа. Завтра против Мо Фэна. Это Мо Фэн — безжалостный персонаж, который специализируется на следах и не зла. Услышав, что он обезглавил более 30 тиньцзяо того же ранга в Тайном Царстве, его методы были очень жестокими. И волосатоголовые мальчики, появившиеся из ниоткуда, осмелились присоединиться к веселью, поскольку вы проявили инициативу и отправили его к двери. Мой сын уничтожит вашу базу культивации и расскажет вам о жестокости битвы при Тиньцзяо. Стрелять значит убивать. Этот ребенок мертв. Вот это. Что это за сила такая? Нет.
Положитесь на меня завтра, я покажу вам еще один трюк. Что это за монстры такие? Одного из них зовут Нин Юэ, а другого Нин Тянь. Они ведь не братья и сестры, не так ли? Вполне возможно, что они действительно похожи друг на друга. Я помню, кто он такой. Кто он такой? Какая секта наиболее могущественна? Скажите мне быстро. Это тот самый молодой Верховный, который обезглавил святых на вершине Священного Царства в городе Мидзусава 20 дней назад. Что входит в Святое Царство, чтобы убить святого? Это абсолютно невозможно. Между двумя царствами существует пропасть. Как он мог это сделать? Это правда? Когда он обезглавил святого, я был свидетелем всего этого в городе Мидзусава. Все верно. Действительно появились новости о молодом верховном святом, обезглавившем святого в городе Мидзусава. В то время это видел весь город Мидзусава. Если вы не можете подделать этого сына, моя семья Хуанфу хочет брата Сюань Юаня. Тогда Ютонг, если вы хотите этого сына, вы никогда больше не должны бороться за него. Брат Хуанфу, моя семья Сюань Юань еще не решила, кого из них выбрать. Давайте поговорим об этом после окончания боя на ринге. Семья Сюань Юань имеет право выбирать первой, поэтому я не буду говорить об этом. Почему этот молодой человек стал членом вашей семьи Хуанфу? Все верно. Я слишком ясно выражаюсь и согласен с тем, что сказал старейшина Ягуан. Ребята, перестаньте спорить. Он был молодым верховным в городе Мидзусава. Если вы посмотрите на упражнения, которые они используют, то поймете, что у них есть наследие учителя. Силы, стоящие за ними, непросты, но по сравнению с нашим императорским кланом, они все еще далеко позади. Неужели они не осмеливаются выдать людей? Более того, возможность присоединиться к нашему императорскому клану – это благословение, которое они культивировали всю свою жизнь. Да, если они смогут присоединиться к нашему императорскому клану, им будет весело. Старший брат очень силен. Я думаю, что ты номер один в битве на ринге Тиньцзяо. Сейчас эти Тиньцзяо все еще немного слабы. И если ты хочешь использовать свою силу, тебе все равно придется посмотреть на Тиньцзяо из 9 сил уровня префектуры. А как насчет Тиньцзяо из сил земного уровня, мы все равно победим их за считанные секунды. Сестра Алю скоро прибудет. Когда ты выходишь на сцену, не забывай обращать внимание на безопасность. Младший брат, не волнуйся. В последнее время я не обращала на это внимания. Нет, 9-й ринг. Нет, 68-я дуэль. Му Цинчен против. Нет, 0. Сестра, все зависит от вас. Поторопитесь. Хорошо, я скоро вернусь. Младшая старшая сестра послушно ждет меня здесь. Такая несравненная красавица, талант и внешность которой не имеют никакой разницы в цене, должна быть передана в ваши руки. Независимо от того, какую цену придется заплатить, это материнское очарование. Мой кристалл источника крови необходимо заполучить. Сейчас идет соревнование, и на церемонии Тиньцзяо действительно присутствует такая оранжевая красавица. Но жаль, что у нее есть кожа, но нет силы. Так что она послушно уходит без боя. В данный момент вам мешает это сиденье. Вы ничего не видите, и мне жаль причинять боль вашей нежной коже. К сожалению, эта красавица боялась, что ее руки будут жестоко изуродованы. Что именно? Как вы можете? Му Цинчен, вы такая несравненная, достойная только меня, Сюань Юаньцин. Сюань Юань Цин начала так быстро, что я боюсь, что кто-нибудь отнимет у вас женщину. Брат Сюань Юань, трудно поверить, что у тебя хороший глаз на женщину. Этот Му Цинчен действительно хорош. Его темперамент, внешность, фигура и талант – все это первоклассно, и он действительно достоин тебя. Сюань Юань Цин. Ха, какой смысл в том, что он тебе нравится? Может быть, он не нравится людям? Черт возьми. Это еще один способ победить врага. Откуда взялись эти люди? Тиньцзяо. Кто-нибудь знает, к какой силе они принадлежат? Эта боевая мощь слишком ужасающая, не так ли? Я не знаю, но несколько человек сидят вместе. Может быть, они братья и сестры? Как вы думаете, остальные двое молодых людей тоже такие злые братья Хуань, и мы выйдем на сцену через несколько минут. Не ставьте в неловкое положение секту и братьев и сестер. Это хорошая возможность для нашего Хумха-эра сделать себе имя в Чунчжоу. Конечно, не волнуйтесь. Учитывая нашу тираническую силу, ударить этих людей – это не просто удар кулаком.
Оказалось, что эти два товара принадлежат компании Ванфазон. Ха, Эрджинг. Оказывается, что на этих двух товарах были выгравированы строки о том, что первоначальная секта Злой Луны была уничтожена. Если у вашей семьи, Муронг, все еще есть святая земля Тайцин, просто отдайте эту девочку моей святой земле Яобо и моя святая земля Ляобо. Готова подарить вам по 2 священных артефакта и по 5 священных лекарств каждому. Как дела? Не причиняйте вреда. 2 великих священных артефакта и 5 священных лекарств. Это слишком мало? Святой Теньи прав. Моя семья Муронг не испытывает недостатка в этих 2 священных знаках. Не будьте ненасытны. Возьмите до 3 штук, не больше. Если вы не согласны, подождите минутку. Просто возьмите кого-нибудь по своим способностям. У брата Мо хорошая атмосфера, поэтому он остановил свой выбор на этой девушке. А позже я покажу вам святую землю Ягуан. В сопровождении 214 человек. Соревнование Тайфань против Чжаову официально началось. Чжаову, верно? Я, человек Цзинху, да-да, подаю 2 необычных блюда, которые готовят из самых разных продуктов. Будьте интересными. Признайте свое поражение сейчас. Не ждите, пока вас унесут с ринга, просто полагайтесь на то, что вы осмелитесь назвать себя телом Кинг-Конга. Вы не слышали ни о каком дерьме. Вы не хочешь умереть. Встань на колени прямо сейчас и отдай это своему дедушке. Я заглажу свою вину и признаю поражение. Или позже я разобью тебя вдребезги. Очень хорошо, я надеюсь, что позже вы сможете быть таким же высокомерным. Ну же, покажите мне вашу силу. Вы также специалист по физическому телу. Сегодня я покажу вам, что такое настоящее боевое тело Ваджиры. Это непобедимая железная горная пушка. Это я! Я признаю свое поражение, черт возьми. Неужели это блюдо генерала Хумхаера? Такое свирепое. Еще один трюк, кто-нибудь из вас слышал о нем? Ха, неужели вы о нем не слышали? Разве вы не видели Хуана сейчас на 3-м ринге? Он также утверждал, что является членом 2-й армии генерала Хумхи. По вашим словам, 2-й генерал Хумха относится к ним двоим. Так и должно быть. Просто я не знаю, к какой державе Тиньцзяо они все принадлежат. Они все такие извращенные, и скорость побеждает. Я вижу, как вы сопротивляетесь моей тени небесного меча. Как могло мое тело не двигаться? Ну что же, я не ожидал, что этот Хуань так быстро установит ограничительную систему. У этого сына слишком сильный формационный талант. Я слишком сильно хочу этого сына. Так что Цай Фанфан войдет в мою семью Муронг. Этот сын обладает непревзойденной физической силой и способностью сражаться с небом. И он действительно хороший отпрыск. Добрый Миядзи, вы можете изложить все это в 3-2 предложениях. На самом деле, когда мы не существуем, это действительно так. Оказывается, что эти 2 товара очень популярны, но название у них действительно уродливое. Как же это называется? Хэм. 2-й генерал еще не блистателен, но звучит неплохо. Давайте угадаем, что злодей видел мисс Лю, если вы ответите мисс Лю. Злодей сын Сюаньюань Цинзы. Сюаньюань Цин попросила вас зайти. В чем дело? Наш сын очень восхищается мисс Мучинчин. Этот драгоценный флакон волшебного напитка был подарен мисс Мучинчан моим сыном. Это сыворотка. Спасибо вам, Сюань-Юань Гунзы, за вашу доброту, но я не приму это волшебное учение. Мисс Му, у моего сына доброе сердце. Я надеюсь, что девочка примет это. Вы слышали, что моя старшая сестра попросила вас забрать вино обратно и немедленно убраться отсюда. Разве вы не слышали, что мы сказали? Я понял, мисс Лю. Прошу прощения у всех присутствующих, но я сейчас ухожу. Ба, Сюань-Юань Цин осмелилась по-другому отнестись к нашей старшей сестре. Подождите минутку. Не позволяйте мне встретиться с ним на ринге. Я обязательно выбью все его кости. Как братья могут быть такими вульгарными? Старшая сестра и мастер Люгэ здесь. Брат Хуань прав. Какое-то время я был слишком разговорчив. Сестра Лю, не сердитесь. Подождите минутку. Я помогу вам преподать этой Сюань-Юань Цин хороший урок на ринге. Я не сержусь, и такой человек не заслуживает того, чтобы выводить меня из себя. Я просто чувствую себя немного не в своей тарелке. Брат Сюань-Юань, похоже, ты не ценишь свою красоту. Так почему бы тебе не отдать мне эту девушку?